Здравствуйте, дорогие мастерицы! Сегодня мы с вами сплетем вот такое макраме кашпо. Для этого нам понадобится хлопковый шнур диаметром 4 мм. Я нашла такой шнур в магазине Галамарт длиной 30 метров вот в такой пасме по стоимости 169 рублей. Вы также можете взять бельевую веревку, хлопковую крученую трехпрядную веревку или хлопковый шпагат. Также нам понадобятся острые ножницы. Нарезаем 6 веревок по 280 см и 2 веревки по 60 см. Берем 6 веревок по 280 см, складываем их пополам и кладем в ладонь вот таким образом, формируя петельку. Теперь нам нужно это закрепить. Мы берем одну веревку 60 см, делаем вот такую петельку и направляем ее вверх. Вот таким образом. Прикладываем к плетению. Длинный кончик у нас должен оказаться с правой стороны. Мы его заводим в левую сторону и начинаем оплетать наши веревочки, двигаясь снизу вверх к петельке. Обратите внимание, что витки должны прилегать плотно друг к другу. Таким образом делаем 7 витков. Сделали 7 витков. Теперь берем длинный кончик и продеваем его в петельку сверху. Снизу находим короткий кончик и начинаем аккуратно его затягивать так, чтобы узелок оказался внутри. Надавливаем пальцем на оплетку и понимаем, что узелок у нас внутри. И теперь мы можем отрезать ненужные кончики. Короткий кончик снизу и длинный кончик сверху. Вот такая петелька, за которой мы будем подвешивать кашпо, у нас получилась, но давайте сделаем ее более прочной. Мы возьмем нитки в цвет, иголку и аккуратно прошьем эту оплетку. Вот такая заготовка у нас получилась. И теперь мы подвесим кашпо на крючок для дальнейшего плетения. Найдем 4 веревочки, остальные можно убрать, для того, чтобы они не мешались. И начнем плетение витой цепочки. Для этого берем крайнюю левую веревочку, уводим ее в правую сторону. Крайнюю правую веревочку кладем над левой. И в получившееся окошко с левой стороны мы продеваем правый кончик за плетением и затягиваем. Теперь делаем то же самое. Снова берем крайнюю левую веревочку, уводим ее вправо, крайнюю правую кладем над левой и правый кончик за плетением протягиваем в левое окошко. И вот таким образом мы будем плести витую цепочку, которая в процессе плетения начнет сама закручиваться в спираль. Как видите, цепочка начинает закручиваться. Я просто продолжаю плетение, делаю то же самое. Я беру крайнюю левую веревочку, увожу ее вправо, крайнюю правую кладу над левой и в окошко слева продеваю правый кончик. Все делаю то же самое, то есть веревки я не меняю и продолжаю плести так же, как начинала.
Мы сплели вот такие 4 витка и предлагаю такие же витки сделать на остальных веревочках. Берем снова 4 веревочки и плетем точно такую же витую цепочку. Вторая цепочка готова. Теперь давайте сплетем третью. И вот что у нас получилось. Далее берем одну витую цепочку, берем крайние веревочки, направляем их вовнутрь и продолжаем плетение витой цепочки, отступив место. Смотрите, я беру крайнюю левую веревочку, увожу вправо, крайнюю правую кладу над левой, и в окошко с левой стороны я продеваю правый кончик, но не затягиваю наверх, я отступаю место. И далее я снова плету витую цепочку, то есть делаю те же самые узелки и начинаю закручивать спираль. По длине нижняя цепочка будет точно такая же, как длина верхней цепочки. И теперь нам нужно сплести еще 2 такие витые цепочки. И вот что у нас получилось. Далее мы сделаем сетку для цветочного горшка. Возьмем 2 витые цепочки и возьмем по 2 веревочки от каждой цепочки и сплетем квадратный узел. Берем крайнюю левую веревочку, уводим ее в правую сторону, крайнюю правую кладем над левой
И в получившееся окошко с левой стороны мы продеваем правый кончик и затягиваем. Но затягиваем не до конца, а отступаем вот столько места. Далее правый кончик мы уводим влево, левый кладем над правым и в окошко с правой стороны продеваем левый кончик и затягиваем. Получается квадратный узел. Повторим квадратный узел. Далее берем 2 веревочки от одной цепочки и 2 от другой и снова отступив место, делаем квадратный узел. Здесь я смотрю, чтобы узелки были на одном уровне. Два узелка готово, давайте сделаем еще один. Переворачиваем кашпо для удобства плетения и соединяем 4 оставшихся веревочки с помощью квадратного узла. Вот такая сеточка у нас получается. Давайте сплетем еще один ряд квадратных узлов. Берем по 2 веревочки от одного и от другого квадратного узла и делаем новый квадратный узел, отступив место. Продолжаем плетение квадратных узлов. Вот так это можно оставить, но я решила сплести еще один ряд квадратных узлов. Теперь можно закрепить донышко. Для этого мы берем иголку с ниткой и закрепляем нитку на донышке. Вот таким способом. На этом этапе можно проверить, как горшочек помещается в наше кашпо. Глубина сетки меня устраивает, и далее я буду делать оплетку. Возьмем веревку 60 сантиметров, сделаем вот такую петельку и приложим ее к нашему плетению так, чтобы длинный кончик был справа. Уводим этот кончик в левую сторону и начинаем оплетать кашпо, двигаясь снизу вверх к петельке. Длинный кончик мы продеваем в петельку и далее берем короткий кончик снизу и тянем за него, для того чтобы узелок оказался в середине нашей оплетки. Отстригаем ненужные кончики. Здесь я тоже рекомендую вам прошить оплетку, для того чтобы она была более прочной.
Это особенно важно, если у вас тяжелый горшок. И в завершении подрежем бахрому. И у нас получилось вот такое кашпо. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими работами. Ну а мы с вами увидимся в следующих мастер-классах.